Так, а вот еще одна замечательная рыбка. Вот, друзья, смотрите, сколько я сегодня рыбы наловил за 2 часа, два хороших леща. И вот еще тащу, еще тащу. Рыбалка, как на черных камнях. Небольшой подлещик для Джессики. Вся рыбка пойдет Джессике на кашку. Как Джессика любит кашку с рыбой, вы, друзья, не представляете. Тяжело не поднять большой садок. Вы поглядите, какая прелесть. Рыба плещется, рыба плещется. Так, я что-то не понял. А откуда подлещик-то выскочил? Друзья, я низом садка зацепился за доску, и вся рыба почти ушла. Вы поглядите, ничего не осталось. Один лещ и мелочевка. А где вот этот лещ? А где вот этот лещ? Это как в детстве, друзья. Я угря упустил и был жестоко бит дедом. Вы представляете? А потом дед пьяный ходил по берегу озера и бил себя в грудь, крича: «Да, внук-то мой, селигерский, нашинский». А друзья его спрашивали: «Максимыч, а почему ты так думаешь?» Да такой же раздолбай, как его отец. Садок с угрем не завязал, и весь угорь ушел. А я-то думал, Надька от москвича загуляла. Нет, он нашинский, он селигерский, он раздолбай. Да, друзья? Вот и на старуху бывает проруха. Ну, пока завязал, но клев уже заканчивается. Ну, хоть что-то есть собаке, кашку сварить. Вот так вот, друзья. А рыбалка-то была как на черных камнях. Вы представляете? Еще рано утром я проснулся и приехал на Селигер. Прикрепив мотор к лодке, отчалил и поплыл по его просторам в тумане. И вот я на точке у своих буйков. Закрепился карабином к одному из буйков и начал потихонечку разматывать веревочку. Все, друзья, надо быстро вставать на буйки. Еще где-то летают комары, но скоро поднимется солнышко, и их совсем не будет. Вон там вот, из-за леса, я жду появления селигерского светила. Что ж, друзья, сейчас будем потихонечку кормиться. Кормушка обычная, небольшая, зимняя. Берем, насыпаем корм, опускаем на дно и приподнимаем. 2 кормушки на дно, остальные 3 метра от дна. Но рыба, друзья, почему-то у лодки клюет плохо. Она клюет гораздо дальше от лодки. Хоть и глубина 10,5 метров, но, видно, видит она лодку и боится. Так что, друзья, закидывать надо подальше. Первая поклевочка. Что-то тащу. Рыбка упирается, леска натягивается, друзья. Есть рыба на Селигере, есть. Смотрите, уже неплохой подлещик. Надо подсачником брать. Вот она, первая рыбка, и сразу, друзья, хорошая. И сразу, друзья, хорошая. Вот какая замечательная рыбалочка. Смотрите, как я обустроился. Все у меня под рукой. Ничего мне не мешает. Так, вытаскиваем осторожненько. Крючки у меня
по китайской классификации номер 9. Крючок большой, красный, но на червя. Белые крючки, друзья, на опарыша. Красные, друзья, на червяка. Крючочек, между прочим, с лопаткой. А почему с лопаткой, друзья? Да потому что он легче. В этой рыбалке должно быть все предусмотрено. Рыба все чувствует там на дне. Если крючок тяжелый, значит, она его возьмет и сразу выплюнет. Насадка не должна чувствовать рыба. Вот, друзья, опустили рыбку и пошли дальше ловить. Сразу же еще одна поклевка. Поплавочек приподняло, и снова, друзья, я тащу рыбку. Я даже не успел посмотреть, что у меня с другими удочками. Мне кажется, на других удочках там поплавочек повело. Не успеваю. На 3 удочки, друзья, я не успеваю ловить. Вот какой замечательный подлещик, вы поглядите. Отличный. С 10,5 метров, друзья, я таскаю рыбку за рыбкой. Уже весь поводочек обслюнявивший. Вы представляете? Это вам, друзья, не на фидер с берега. Вас бы там сейчас комары бы съели. Вы прикиньте, сидели бы и ждали, когда ваш вивертип дернется, и не знаешь, то ли фидер брать, то ли комаров отгонять, и ничего не спасает. А тут поклевка за поклевкой. Вы можете даже просмотреть, когда ваш поплавок всплывет. Она никуда не денется, потому что здесь оснастка совсем другая. Это поплавочная рыбалка. Рыба притопит поплавок, приподнимет поплавок, поведет поплавок. Она его не чувствует. Уже 3-я рыбка попалась. Вот, таскаем, а день только начался. Так, повело, друзья, повело. Да, надо из-под удочки второй вытащить. Вот так вот на 3 удочки ловим, друзья. Сматываем, как на донку. Катушки, потому что здесь не очень неудобно. Во-вторых, они трещат. А шуметь, друзья, нельзя. И так в лодке плюхаюсь. Она там все слышит, она там все видит. Лещ, он не дурак, он прекрасно знает. Вот какая замечательная рыбка, друзья. Подлещичек, один за одним. Вот она, кашка для рыбалки Джессики. Джессика любит такую кашку. Джессика обожает такую кашку. Вы знаете, как она ее хлюпает, эту кашку с рыбкой. Зато шерсть у нее какая лоснящая. Не зря лучший корм для собаки – это рыбий. И щенков кормят рыбьим жиром. Так, пошла рыбалочка, друзья, пошла, таскаем, поклевочка, подсечка. Так, есть или нет? Похоже, друзья, промахнулся, а вот здесь вот точно есть. На 2 удочки клюет. Я не успеваю рыбу таскать, вы прикиньте, друзья, а? На 2 удочки клюет, а может быть даже и на 3. Может быть, на 3-й уже сидит. Вот какая рыбалка. Вот вам, друзья, клев, как на черных камнях. А вы говорите, на Селигере рыбы нет. На Селигере рыбы нет. Да есть она, друзья, рыба. Есть. Ловить надо просто уметь. Вот он, какой замечательный подлещичек. С лодочки на поплавок. Все как в детстве, все как в раннем детстве у реки. Придешь на реку,
туман, солнце еще не взошло, закинешь удочку из орешника и вперед. Не было тогда ни бамбуковых, ни телескопических, только у москвичей, а у нас шиш с маслом. Так, друзья, вот она рыбалочка. Видите, как я закидываю поплавочек? А тут сразу поклевка. Я пока с той удочкой занимался, у меня на этой уже рыбина сидит. Она уже поплавочек выкладывает. Вот, друзья, да, вспотеешь тут, и руки устанут рыбу таскать. Вот она, замечательная рыбалка на Селигере. И там клюет, друзья. Везде клюет. И у лодки, и за лодкой. Отличный подлещик, но сошел, не сошел. От меня еще никто не уходил. Вот, друзья, ловим. Поплавочек хороший. Самодельные, друзья, поплавочки. Из бальзы, видите, с антенкой. И зеленым покрасил, и красеньким. И там из пробки у меня сделано. Вот, все делаем сами, не покупаем. Зато как видно их на воде, эти поплавки, вы посмотрите. Хоть и штиль, конечно, но великолепно видно. Хороший подлещик-то, хороший такой подлещик-то. И тащишь его, он упирается. То есть ощущение-то, друзья, сердце-то колотится. Адреналин в крови, вы представляете, какой, а? О, смотрите, садок как наполняется. Вот, друзья, рыбалочка на Селигере. Вот она замечательная. Сидишь в лодочке. А что нужно поплавочнику, кроме водки? Груза, крючковяз, лесочку отрезать, петлевяз обязательно, пинцетик, друзья, ну и рыбку достать, крючочек. Тут у нас топорки, тут у нас грузики, вертлюги, вот, друзья, бусинки. Все есть, лесочка для завязки поводков. Все у нас есть, опять грузики, все. А вот это, между прочим, стопорные узлы вязать. Вот, друзья, все берем на рыбалку, кроме водки, а мы таскаем рыбку на Селигере одна за одной. Поклевка одна за одной, и некогда отдохнуть. Хотел чайку попить? Нет, друзья, не удается чайку попить. Вы представляете, рыба клюет одна за одной. Небольшой хороший подлещик. Но для собачки самое оно. Она там разная. Ты никогда не знаешь, что у тебя клюнет. Вот сидишь, поклевочка. А что там внизу, на глубине 10 с лишним метров? Может, это уже, друзья, огромный лещ. Ходит там под лодкой и думает, а вот тут у меня вот где-то червячочек плавает с опарышем. Ой, надо бы попробовать. Может, так, допробовался, дружок. Не надо было трогать вот этого червячочка-то с опарышем. Плавал бы, да ел кашку. Уйти хочешь? Ты хочешь уйти? От меня еще никто не уходил. Ты прикинь, есть Лещинский, друзья. Вот он, Селигерский Лещинский. Вот она, замечательная рыбалка, друзья, а? Вот прекрасная рыбалочка на Селигере. Ловим с лодки и ловим не мелкую рыбу, не какую-нибудь там, пятачки. Ловим хорошую рыбу. Вот, прекрасная рыба, друзья. Ну, не крупный, но то, что есть, друзья. То, что есть, то, что нам попалось, и то есть. Главное, надежда не терять.
Вы думаете, его там нету? Нет, он там должен быть. Он там должен быть, и он должен подойти. Обязательно должен подойти на мою прикормку. Так, опускаем садочек и тащим. А вот это, похоже, точно он. А вот это, похоже, точно он. Я его по рывкам чувствую. Я чувствую, как леска уходит у меня из-под пальцев, как она скользит, как она натягивается, и я с ужасом думаю, а поводочек-то 0,1, надо было 0,12 поставить, ведь рванет сейчас, рванет, и не будет у меня леща. Так, от подсачника уходит. Увидел подсачник, друзья, и ушел. Ушел под лодку. Ушел. Как взять-то теперь его? Мне и не видно. Вот он выплыл. Выплыл. Подкилишник. Это точно подкилишник. Этот хороший лещ, замечательный. Вот она, рыбалочка на Селигере. Удовольствие, как в детстве. Полные штаны, друзья. Полные штаны удовольствия. Хорошо взял, крепко, крепко взял. Вот рыбалка. А день-то какой. Посмотришь, штиль, солнце, Селигер. Вот такие замечательные дни будешь потом долго вспоминать, лежа на русской печке, когда за окном метет февральская вьюга, в надежде еще раз выплыть на Селигер и закинуть удочку с поплавком на леща. Да, прекрасен Селигер на рассвете, великолепен. Поклевочка, друзья, одна за одной, тащу, тащу, и опять рыбка упирается, друзья. Тащим потихонечку, помаленечку, рыбка за рыбкой. Маленькая рыбка, собачки. Да Джессика любит кашку с рыбкой. Вы не представляете, она обожает эту кашку. Великолепная рыбалка на Селигере, друзья. Самая лучшая рыбалка на Селигере. Опускаем в садочек. Прекрасно, прекрасно, друзья. Садочек наполняется, настроение поднимается. Мы ловим рыбу на Селигере. Вон рыбаки плывут, дорожат, наверное, или на спиннинг, неизвестно. Но бог с ним, дело хорошее. Люди отдыхают, наслаждаются селигерской природой. Да, вот еще рыбаки плывут на лодке, в спас-жилетах. У нас гимс не дремлет, друзья, так что будьте осторожны. Ну, они правы, нужно соблюдать технику безопасности в лодке. Все, что угодно может приключиться. Сколько утопленников бывает, вы представляете, друзья? Тащим, друзья, тащим рыбку за рыбкой. Потихонечку, помаленечку, а рыбка опять упирается назад. Вы прикиньте, друзья, назад, сквозь пальцы леску отпускаю. Опять подсачник нужно готовить, что-то серьезное, а я не вижу. Я ее поднять не могу. Вы прикиньте, друзья, вот это да, вот это рыбалочка. Рыбина за рыбиной, и рыбины-то хорошие. Рыбины хорошие, я таких и зимой-то в этом году не ловил, а? Вот рыбалочка на поплавок с лодки с 10,5 метров. Смотрите, какой лещ, а? Смотрите, какой лещ. Это точно подкилишник. Это точно подкилишник. Работают мои самодельные поплавочки из бальзы, а? Так, ну что ж,
господин Лещинский. Позарился ты на мой червячочек с опарышем. Ну что ж, вот так вот, друзья. Такая замечательная рыбалка на Селигере. Такая вот великолепная, классный. Вот, гляньте, какой лещ. Вы посмотрите, какой красавец, а! Какой красавец, друзья! Да, вот такие вот лещи. А вы говорите, друзья, на Селигере рыбы нет. Есть, друзья, рыба на Селигере. Есть и хорошая рыба, и клюет одна за одной. Вот клев какой, а! Полный садок! Полный садок! Вот она, замечательная рыбалка. А мы продолжаем наслаждаться этой рыбалкой и таскаем рыбу одна за одной в этот прекрасный утренний день на Селигере, когда светит солнышко, нет ветра, штиль и гладь на Селигере, зеркало, как скажут рыбаки, это зеркало, зеркало нашей селигерской души. И в каких бы вы краях, друзья, не были, вы всегда будете вспоминать наш Селигер и это зеркало селигерской души.